Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Games. И сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк 9 левела Т-10, предшественник десятки, объект 277, да. Хорошая подвижность, много чего хорошего у этого машины, а много чего плохого. Не знаю, все разберем в сегодняшнем обзоре. И предлагаю, конечно же, начать с бронирования Т-10. Пойдем поглядим. Итак, коллижн модель нашей Т-10. Да, щучий нос. Ну и поехали. Правильно поставили. НЛД 179. И, конечно, как для 9 левела тяжелого танка, это полный кусок дерьма. Дальше, ВЛД 230, вот эти щеки 245. Все мягко, нас везде все в корпус вот такой проекции пробивает. Лючок мехвод находится под хорошим рикошетным углом, и здесь, конечно же, 131, да. Башня сферическая у нас, давайте с маски орудия начнем. Ближе к стволу 500, здесь 400, 460, 700, 1000, короче, маска очень крепкая. Вот самая ослабленная зона 288, 286, щель под маской орудия 250, еще чуть ниже 250. Это надо понимать, что вот эта зона под маской орудия легко пробивается. Дальше 262, здесь уже 300, 400, 500, 1000, там и рикошет, короче, не пробить. То есть вот это, да, ослабленная зона. Теперь выше. Вот эта часть 300, не пробить. Планочка у нас 40 миллиметров. И, соответственно, она прошибается. Вот это вот сюда Т-10 можно накладывать. Лючок 102, но он очень тоненький. Попасть туда тяжело. Второй лючок у нас в приведенке. Давайте поставим. Тоже 102. Но он тоже тоненький. Тяжело закидывать. Если стрелять в эту часть люка, уже 185. Боковое бронирование 80. И, конечно же, гнутый борт. И тут все у нас для танкования хорошо. Но будете подставлять щеку. Да, свою щеку будете подставлять. А щучьего носку, да, вас, собственно, вот до суда рвать-то и будет. Вот такое бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть пушечки. 8 левела для танка 9 дают. И потом нам дают, вот, пожалуйста, пушечки 9 и 10 левелов. Давайте смотреть, а можно ли на стоке на 9 левеле играть. Альфа, в принципе, нормальная. Ну, маловато, конечно. Но бронепробитие 175 и 217 на голде. Я эту пушку сразу закрываю и говорю, что на танк нужно заходить со свободным опытом. Играя на пушке 8 левела, у вас просто жопа сгорит. И вы скажете, что Т-10 полный кусок дерьма. Дальше у нас идет 122 миллиметровка, легендарная БЛ-9. И идет еще 122 миллиметровка М62 Т2 10 левела. Альфа разная, на топе она, естественно, больше. Пробитие на топе как основным, так и голдовым снарядом выше. Вот, так, ДПМ побольше, точность получше, время сведения. То есть все параметры лучше, поэтому и говорю, что стремиться нужно к этому орудию, но поиграть на 9 уже сможете. Уже хотя бы на голде сможете, да. Но нужна 10. По башне. Разница у нас в бронировании. Конечно же, нам нужна топовая башня. Обязательно качайте топовую рацию. По топовому двигателю у нас 750 лошадей. На стоке 700. Прибавка нищая, там процентов 6-7, не более. На месте крутится ходовая 32. Здесь 30, тоже по нищему. Вот, как-то так. Дальше. Полевая модернизация. Ставим вездеходную ходовую. Так, огневую мощь открываем, глядим. Ага, время сведения у нас такое сложное, да, зато точность неплохая. Я бы рекомендовал все-таки притирку шестерни наведения. Точность не сильно ухудшится, а вот сводиться будете комфортнее. Звукоизоляцию в 5 блоке и смотрим, что у нас в 7. Ага, вперед. Класс, он так быстро ездит. Скорость наведения, да, рубка. Ага, можно его еще танк ускорить, но
К скорости сведения все будем ухудшать. Можно сведение улучшить за счет скорости. Не, ничего лучше не качать здесь. Вот, здесь мы будем с вами ставить огневую мощь. Да, выбирать слот второй. По оборудованию. Закалка, досал, стаб. Ничего другого здесь мудрить не надо. По снарядам основной ББХ, голда кумулятивный 940-920 метров в секунду, соответственно скорость полета снаряда. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа, перки сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам машины. УВНов у нас нету, и это по пушке самый жирный минус. Играть на рельефных картах на этом танке крайне тяжело. Крайне. Хоть и есть альфа, есть неплохое пробитие, ну там в основном на голде, конечно, но без УВН это боль. Поэтому это больше минусы этого танка 100%. Вот, по количеству ХП тоже занижено чуть значение, как мне кажется, для 9 левела, учитывая, что мы на закалке. Вот, по мобильности 50 вперед, 15 назад, почти 15 лошадей на тонну. Хороший, подвижный, тяжелый танк. Тут даже спорить глупо. По незаметности, что смотреть, это тяжелый. По обзору 4,47 метров. И как для девятки тяжелого танка, это вполне себе годный обзор. Вот, поэтому у нас есть подвижность. И как для тяжелого танка, основной геймплей он и складывается из подвижности. Занятия позициям первым, право первого выстрела по врагу. Ну а дальше как получится. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, посмотрим, как играется этот танк с современными рендами. Погнали. Так, господа, обзор боем. У нас Т-10, советский тяжелый танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот такой вот красавец. Некая щучий нос. Да. Так. На воду едем. Тяжи прилично. Сейчас поедем их бить. Ох. Так, у нас 1980 хп, соответственно 4К суммы мы должны в этом бою сделать. Разгоняемся. Вот уже полтос. Да, подвижность, конечно, зачетная у Т-10. Тут даже говорить нечего. Так, все, затаились. На тебе, родной. Ща артоводы пришлют подарки. Они что, через центр решили играть, что ли? Интересно. Оп. Арта интересное место заняла. Поехала в ангар. Тихо. Нормально я выстрелил.
БЗшечкой. Здрасте. В ангар работает. И6 у нас на базе катается вообще нормально. Тихо. Все, отвоевался воин. Отвоевался. Ага, подсветили. Хорошо. Ярко, а вот. Убег за своим. Нафиг пошел. Нашу базу быстрее захватит, чем я добью остатки роскоши. Промазал. О, засвет мой. 932. Ребят, 1600 насветил. 2200 настрелял. Ладно. 3800, почти 3900, план 4000 недовыполнили. Но мы старались. Хорошая подвижность, хорошая сочная альфа. Право, так сказать, прародитель объекта 277, который также, кстати, отличает, по сути, подвижность. Да, заняли мы позорное 5-е место по настрелу. Вот, танчик хорош в первую очередь по подвижности. Броня есть, пушка есть, что еще надо для тяжелого танка. Вот, нам бы еще бы УВНов, но вот минус 5. Ребят, пишите свои комментарии, какой вы используете оборудование. У меня дефолт советских тяжелых танков. Вот, я этой машине ставлю твердую 4 по 5-бальной системе. Играть на нем можно. Играть на нем в принципе комфортно, как на советских тяжелых танках. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы. Ну и до скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока.
Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.